Вот мы и находимся на нашем финальном отрезке пути в Венесуэле. Сюда мы ехали 2 дня автостопом. И все ради одной горы. Это необычная гора, если вы знаете писателя такого Артура Конана Дойла. Он написал Шерлока Холмса. Так вот, кроме Шерлока Холмса, у него есть еще произведение «Затерянный мир» называется. И там есть такая гора, стволовая гора. Короче, она выглядит как плата. То есть она возвышается, а вверху плоская, как стол. Собственно, сейчас мы идем на такую гору. Называется она Рорайма. И, собственно, это одна из немногих гор в мире, на которую доступен проход пеший. Потому что обычно все эти горы, они плоские, и на них никак не забраться, только если залететь на вертолете или на воздушном шаре. А здесь так удачно сложился рельеф местности, что можно зайти пешком. Идти нам до Рораймы 3 дня. Первые 25 километров мы хотим пройти за сегодня, потом еще. И, соответственно, с каждым днем наш поход будет становиться все тяжелее. Здесь в рюкзаках у нас необходимый запас еды на 6 дней. Вот, мы надеемся, что уложимся в эти 6 дней. Есть еще одна проблема. Впереди военный пост. Вот, венесуэльский. Мы идем без гида, это запрещено. Но сейчас в Венесуэле не очень положение хорошее. И поэтому мы надеемся, что нам удастся проскочить. Идем мы уже несколько часов, и у нас здесь возникает небольшая проблемка. Здесь, где я сейчас нахожусь, все очень классно, солнышко. Но оттуда дует очень сильный ветер, и вокруг нас, в общем, идут дожди. Я думаю, в скором времени нас накроет шторм, и если он нас накроет, в общем, нам не поздоровится. Вот здесь открывается отсюда вид на Рорайму. Видно, что все затянуто облаками сейчас. И вот здесь слева, короче, виднеется большая радуга. Вообще очень красиво выглядит. Здесь сбоку другие горы подобного типа. Еще 15 километров идти. То есть мы прошли всего 10 пока что. 11. Меня волнует вопрос, чтобы вот эта туча, которая здесь залегла, чтобы она ушла. Потому что мы идем прямо туда. Сегодня за день так вышло, что мы прошли больше 30 километров трека. Сейчас около часа ночи. Идет, только что прошел небольшой мелкий дождичек. Вот, влажность дикая. Мы остановились возле реки, искали деревья, чтобы повесить гамаки. Но таких деревьев не нашли, только вот возле реки, где вот большая влажность. И мы сбились с тропы, пока шли, забрели еще на одну горную речку. В планах у нас не было ее форсировать, тоже пришлось форсировать ночью и уставшими. Вот, короче, было у нас сегодня небольшое приключение, мы очень устали за эти километры, за этот весь путь. И сейчас нужно вот мне еще залезть на дерево, повесить гамак мой, Катин уже повешен. Я хочу повесить 2 яруса, потому что всего 2 дерева нашли. И, короче, нижний ярус будет гамак висеть, и сверху высоко, я вообще высоко свой повешу. Вот, и нужно будет туда сейчас забраться. Блин, только не умри, пожалуйста. Все будет окей. Я так 100 раз делал. 100 раз, говорит, не делал. С этого все обычно и начинается. Вот так. Нам пришлось, кстати, тайком пробираться через индейские посты, потому что у нас нет гида, и мы не платим за гида, соответственно, мы как бы здесь нелегально находимся, и если они нас прищучат, нам могут запретить пойти дальше или потребовать деньги за проход. В общем, спокойной ночи. О, прямо возле нас течет речка. А вон ребята, они уже встали. Они уже идут с рюкзаками.
Зубы чистишь? Включи фронтальную камеру на телефоне. Ночь выдалась очень холодной. Я не знаю, как мы будем ночевать дальше, потому что мы еще даже не поднялись на высоту. На Рарайму нам еще подниматься на 1000 метров, там будет намного холодней. Блин, когда надеваешь рюкзак, прям чувствуешь. Сразу хочется его снять обратно. Вот те кости, на которые он Ох, да. Мы все ближе и ближе к Рарайме. Вот идет дорога, потом она идет к горе. Там сейчас льет дождь. И, в общем, нам нужно будет пройти, если этот дождь не кончится, сквозь дождь. И вот так вот по кромке горы. Вот так вот. И, короче, на самый верх туда, где, видимо, бушует непогода сейчас. Мы идем на Рарайму нелегально. Мы не платили за гида, не платили за джип, который нас сюда мог бы привезти. И мы бы не шли лишних 30 километров. Вот. И, как оказалось, здесь больше туристических групп, чем мы думали. Мы уже встретили несколько. И, в общем, до нас уже докопался один гид. Говорит, а где это ваш гид? Мы такие, ну, типа, мы не понимаем твой язык, чувак. И, в общем, он ушел пока что. Прошел час, и гору растянуло. Рарайму. Отсюда она видна во всей красе, такое большое плато, на которое нам предстоит забраться вон туда, на самый верх. Если честно, даже не представляю, как это можно сделать. Наглядно видно, зачем на этой тропе полной боли нужен гид. Походу, чья-то могила. А вообще это алтарь, ребята. Там внутри статуэт. Вообще так обозначают Могилы. памятник. Чувак. Памятник. Чувак, подожди Так обратно, надо на тебя сделать. смотрят, там другие люди, во-первых. Тебе оттуда. Не надо, что тебе пизду дадут за это. Там деньги лежат. Да, круто. Ребята, 500. Давайте заберем деньги и уйдем. Ну, а может, я туда монетку кладу. На нашем пути возникает вторая переправа через реку за этот поход. Да. И в принципе это не сложно вроде бы. Are you starting now? А? Are you starting now to go there? That's it. Have a good journey. Сложно. Скользкие камни. До колен. Коленями тут не буду. Давай руку. Как я тебя учил. Как можно заметить, позади нас настигает огромная туча грозовая. А что по поводу того грозового фронта, который идет позади? Ой, надеюсь, что-нибудь придумаем. Там впереди есть какие-то крыши, какая-то церковь. Может быть, там можно спрятаться от дождя. Ну, не знаю, в крайнем случае, это всего лишь дождь. Да, не сахарный, как говорила бабушка. Да, не растаем. Нам здорово повезло, мы нашли такой домик, он закрытый. Надвигается буря. Да. И мы тут, короче, устроились. Саня хавает вон там тунец в углу. Места тут не очень много. Вот тут ребята сидят, хавают. Я сейчас открою баночку этого. Курицы. Баночку курочки, где она? Вот такую консервную баночку. И сейчас похаваем, в общем. Нормально. Так жрать хочу. Если костер сделать, можно подогревать и потом открывать. Блин, ни хрена себе, там уже дождь льет. Что такое? Скоро дойдет до нас. Я думаю, через несколько минут. Какая, дашь мне ложечку попробовать? Блин. Мне кажется, это неплохо. Удобно? Вкусно? Да? Клево. Клёво, да?
Да, вкусно. Разогретое будет Да, мне офигенно. кажется, как суп куриный. Ну чё? Да, Попробуй. очень годно. Похоже, знаешь, на копченую курицу. Да. Скажи, Саня, как ты провел эту ночь? Было холодно. Холодно? Да. И все? Блядь. Холодно, еще раз холодно. Да не знаю, мне кажется, у меня спальник просто старый, узкий. Это самое. Не греет почти. Не, зато когда вышел, что заебатый вид. Сейчас я иду вниз к реке. Буду умываться. Здесь до нее где-то метров 300, искупаюсь и почищу зубы. Блин, здесь очень красиво, ребят. Да, думаю, водичка здесь будет ледяная. Она водопадом срывается вон с того типуя. Из-за дерева его не видно. Здесь есть такая большая глубина. Сейчас я сюда залезу. Холодно. В общем, здесь достаточно прохладно. Одна из самых крутых и классных вещей в походе — это когда ты после нескольких дней пути не мылся, вот, находишь горную речку, просыпаешься с утра, идешь к этой речке и, короче, пересиливаешь себя, потому что она холодная, забираешься в нее, в общем, купаешься, и после этого ты чувствуешь себя очень-очень классно. Особенно, когда вокруг еще замечательный пейзаж, как сейчас, правда, вот эти горы, вот эти плато, про которые я говорил. Чтобы дойти туда, до вершины, нужно примерно еще нам 2 дня пути. Отсюда до базового лагеря, и потом из базового лагеря уже на само плато. Вот. Ну и потом еще там несколько дней, 1 или 2, и на возвращение. Надеюсь, еды хватит. Сейчас я подскажу вам офигенный рецепт еды в походе. Если у вас нет костра, берете с собой овсяную кашу, просто заливаете ее водой. Соответственно, у вас же нет и молока, ничего такого. А потом заливаете сгущенным молоком, которое вы предварительно купили. А потом, короче, добавляете арахис туда. И получается каша вашей мечты. Ну что, пацан, наливаем? Классная кашка. Катя, а где арахис? Финальный штрих. Добавляем арахиса в кашу, и она становится офигенной. Вкусно? Ага. Там глубоко, да, было? Не тайфун еще просто в кармане, чтобы не знал. Ну да. Я так это. А все нормально. О, он глубоко. Ты должен, Илюха. Я сделал это.
Фух. А теперь как? Мы все ближе и ближе к Рарайме. Но все равно мы близко, а кажется, что идти далеко. Хотя вот она уже перед нами. И это примерно... Короче, нам нужно пройти так дальше по тропе. Вон там деревья поднимаются. Отсюда, наверное, не очень видно, как идти. Но это еще, короче, один день пути, чтобы забраться наверх. Здесь перепад высот. Вот эта вот отвесная скала, она почти 1000 метров. А после дождя отсюда срываются, короче, водопады. Вон сейчас видно чуть-чуть. А вот после дождя, после ливня, прям водопады такие красивые. Очень классно. Постепенно мы входим в зону непогоды. В общем, пришлось приодеться, потому что поднялся ветер. И на нас идет вон та огромная дождевая туча. В общем, здесь на Рарайме вечером обычно осадки. В районе 3-4 часов дня. Саня, сколько время сейчас? Сейчас как раз 3-4 часа дня. Вот. Дойдем до какого-нибудь укрытия и, в общем, там покушаем. Надеюсь, будет... Не знаю, найдем ли мы какое-нибудь укрытие от дождя или нет. Но было бы неплохо. Вчера нам повезло, нашли домик. А пришли мы вон оттуда. Вон из-за горизонта, короче. Даже не видно отсюда, откуда мы пришли. Лен, сколько мы прошли километров? В общем, мы прошли уже 57 километров. Вот, сегодня у нас 3-й день похода. Подошли еще ближе. Как вы все себя чувствуете? Ой, хорошо, на подъем тяжеловато немножко, но будет еще хуже. Да, ты, Кать. Все хорошо? Здесь везде есть по пути рейки, и нам максимум приходится тащить с собой 1,5 литра воды. Мы доходим до следующей речки и набираем воду. В итоге нас настиг дождь. Мы дошли до базового лагеря, так сказать, до места, где базовый лагерь. Вот, откуда мы завтра будем стартовать. У нас есть одна очень большая проблема. У нас же нет палатки, у нас гамаки. Вот. А здесь нет никакого укрытия от дождя, и мы прямо сейчас под ним мокнем. Как мы будем ночевать, хрен его знает. Змея под камнем ползла, пока я ходил, искать место для палатки. Не люблю змеи лохать. Саня искал место для палатки. И, в общем, змея выползла огромная. Блин, это очень плохо. Мне кажется, я промокаю. Блять, я тоже промокаю. Сука. Короче, ребят, мы спрятались за камнем. Тут у нас дождик идет. Мы все промокли. Это очень плохо. Змеи ползают, нам негде будет спать. Потому что у нас нет палатки. Прикиньте, змея ночью приползет. Не Что-то капает на жопу. Подписчики спрашивают, ну вы еблан, а? Где ваша палатка, чуваки? Дух, блядь. Да, жизнь боль. Вышли мы к людям. Че, давайте под тент попросимся. Не, Люк, они не приветливы нихуя. Да? Аля. Они не здороваются даже? Не, они здороваются. Ну ладно. Где думаешь встать? О, может он там? Короче, индейцы неприветливые, они нас нахуй вертели, потому что мы не платили. Строим с Катей укрытие. У нас нет палатки. Из пакета вот такое укрытие строим, чтобы переночевать. Бомжи 80-го. Ничего страшного. Холодно, пипец. Пар точно не идет. Здесь высота еще.
Знаешь, Кать, как индейцы кровлю кладут? Нет, скажи мне. Нас на уроке ОБЖ учили. Смотри, ну это логично. Берешь, поднимаешь вот так, засовываешь туда пакетик. Я вспоминаю, что индейцы кровли пакетиками, но мы Точно так же, когда индейцы кровлят кровью листьями от пальмы, они их кладут именно в таком порядке. Мы построили такое вот убежище. Надеюсь, оно нам поможет. Вот. Единственный плюс этого убежища, что с него открывается классный вид. Вот туда, на огромную гору. Вот что значит пойти без палатки с гамаками. Ну, палатки нету. Посмотрим, как пройдет эта ночь в нашем импровизированном укрытии. Я надеюсь, что все-таки дождя сильного не будет, потому что адский ливень она не выдержит. Солнце начинает заходить, скоро станет нестерпимо холодно, одежда мокрая, фигово. Зато знаете, что я думаю, после такого до нас к нам не будут приставать гиды, вот, потому что они подумают, что мы суровые ребята, лучше нас не трогать. Я так сейчас сожру этот. Давай. Вы не представляете. Я уже чувствую его запах, просто он меня манит. Большим пальцем осторожнее, отруби его нахуй. Уже чувствуешь запах. У тебя много еще таких банок? Одно я оставил внизу, а последнее. Давай, чувак, ты сделаешь ее. Давай, ты победишь эту консерву. Да, блядь, Я кирпич, открыл. ёп. Жри его, да. Все это на фоне Рарайма. Не, ну если честно, на Райме в плане видов нихуя не расстроена. Где дорога? Забираюсь отсюда спать, Катя устроилась здесь. Все. Вот так это все выглядит. Класс. Надеюсь, ночь пройдет нормально. Доброе утро. Ночка прошла нормально, мы даже не замерзли ни разу. И это очень радует. Сейчас будем выбираться из нашего жилища. Оно послужило верой и правдой. Ох. Как хоббит, короче. Ого, ни хрена себе тут вид. Фу, Кать, ты бы это видела. Блин, ну не нагнетай, сейчас выйду. Тут облака залегли внизу. А здесь гора у нас торчит. Классно. Что, майку здесь оставлял? Угу. Мокрая. Она была мокрая после дождя. Блин, ну правда круто. Угу. Очень круто. 4-й день нашего путешествия на Рарайму. 8 часов утра. Мы вышли из лагеря. Уже идем по тропе. И тропа влилась в бывшее русло ручья. Короче, по сути, мы идем сейчас по руслу ручья. И видно, что когда начинается дождь, здесь бурлят потоки воды. Практически вертикальный подъем наверх. Осторожно не свалиться тут. А тут можно. Подъем достаточно крутой. Позади меня можно видеть огромную стену, отвесную. Фух, вы, наверное, думаете, как туда забираться. Так вот, я уже говорил, что это единственная Рарайма, на которую можно зайти пешком, без скалолазания.
без такого снаряжения для скалолазания, потому что здесь есть расщелина, там так вода расточила, что по очень крутому подъему, но можно подняться пешком. Вот, нам еще подниматься туда на самую вершину. А позади меня, в общем, море облаков. Там, где был наш лагерь, где мы сегодня спали уже давно, это место скрылось в облаках, и они постепенно за нами идут облака. А прямо сейчас я прохожу по так называемому облачному лесу. Почему облачному? Потому что большую часть времени он находится в облаках, которые упираются в гору и выпадают здесь осадками. Мы дошли до водопада, а здесь капли капают сверху сейчас. После дождя здесь, наверное, вообще жутко льет. Позади стекает ручеек. Я уже думаю, мы вот-вот доберемся до вершины. Через облака видны очертания. Наверное, еще метров 200, может быть, в высоту. Может быть, ну да, наверное, 200. Подниматься сложно, но пока что по ощущениям в Гранд Каньоне было намного сложнее, хотя в Гранд Каньоне я с утра не ел. Вот, я думаю, в этом вся разница. А высота здесь примерно одинаковая, подъема. Сегодня мы нашли место для ночлега. Вот такую штуку, типа пещеры. Но это часть, так сказать, пещеры, вверху такой навес от дождя. Правда, если дождь будет с той стороны идти, нас все равно накроет. Вот, там дальше есть более такие уютные закутки, в которые можно лечь спать. Саня здесь ставит свою палатку. Сегодня мы будем ночевать здесь. Здесь есть такая вот пещерка. Правда, здесь на одного человека, к сожалению. Вот. Было бы тут место чуть побольше, было бы идеальное место, потому что сюда дождь даже не будет доставать, даже если будет дождь с той стороны. Мы забрались на Рарайму, мы сейчас уже на вершине этого плата. По пещере в поисках лучшего места для сна. Не только в Липецкой области, но такая же штука есть. Горгоны. Да, есть пузырек, ровно и сухо. Посмотри. Слушай, да, кажется, круто выглядит. Вау. Сухо, ровно и с пузырьком. Вау, Катя нашла хорошее место для ночевки нам вот здесь. Если будет дождь, вот здесь свод такой, где мы можем спрятаться. Вот там прям тут надо ложиться. Смотри, Саня, вот тут можно лежать, короче, и смотреть туда. Да. Короче, сегодня ночуем в этой пещерке. Посмотрите. Соседняя гора в облаках тонет. Почему? Окей. Это охуенный люка. Я такого дерьма в жизни не видел. Я уже вижу частично. Да, вообще, блядь, не туда. Сука, я весь полон ебаных эмоций. Охуеть. Ей вообще, скажи. Просто Уху. ебать. Нихера. Сука. И слышно, как водопад внизу шумит. Офигеть. Да уж. В общем, сейчас мы можем наблюдать именно то, ради чего мы поехали в Венесуэлу. Ради чего мы ехали автостопом 2,5 дня. И ради чего мы шли 4 дня пешком с рюкзаками, полными еды. Все, собственно, ради вот этого вида. Блядь, да не слушайте вы его, это же охуеть какой вид!
Это охуеть какой вид! Блять, что вы слушаете Илюху? Вот мы ехали через Венесуэлу, чтобы увидеть этот маршрут. Это охуенный вид, блять! Реально офигенно. Я, сука, родился ради такого вида. Блять. Лена, беги сюда, это просто охуенный вид! Реально охуенный вид. О! Ни хрена себе, ни хрена себе. Хо-хо-хо. Вот это ни хрена себе. Просто нечто. Блин. Я такого никогда в жизни не видел. Даже голова немножко кружится от того, как это пиздато. Здесь просто ужасно красиво. Я реально чувствую себя в каком-то затерянном мире. Ребята, у меня такое ощущение, что мы на краю земли где-то. Здесь нет людей вообще никаких, нет никаких туристов. Это очень круто. Ваня, там, где Саня ходит. Там, где ты надо ходить. Просто. Да, все Вот это, конечно, здесь высота. Блин, ноги у меня грязные. Не для такого вида. Страшно. Пиздец, как страшно. Страшно, Катя? Я тоже хочу посмотреть. Ого! Блин, ни хрена себе, посмотри, тут леса, долина лесов. Мы с другой стороны, короче, вышли. Мы шли там, где не было лесов, а здесь одни леса. Блин, ну с этой стороны, наверное, хрен пройдешь. Где? Не-не-не, мы здесь не шли. Здесь мы шли, там были поля, а здесь все в лесах. Мы с другой стороны. Пойду туда, пройду. Осторожно, может быть скользко. Офигеть, вот это прогулочка. Ху-ху-ху. О, бог ты мой. Здесь срываются водопады, короче, вниз. Облака снизу, облака сверху. Закат. Посмотри, как здесь красиво. Осторожно. Мне страшно, когда ты подходишь. Охренеть. Ха-ха. Готовимся ко сну в пещере. Мы здесь натянули вот такие вот пакеты на входе. Немножко сделали крышу тоже, чтобы тепло держалось более-менее получше. Вот. Устраиваемся, короче, на ночлег. Здесь высота уже больше на 1000 метров, чем в том месте, где мы ночевали в прошлый раз. Мы предполагаем, что будет холоднее. Вот. Ну,
Здесь место немножко получше, чем у нас вчера было. Защищено оно от ветра с 3 сторон, а вчера, короче, было не очень. Но вчера мы сделали такой скат. И благодаря ему, в общем, у нас как такой парник, ну, получился. В общем, полиэтилен держал тепло, было нормально спать, даже тепло, даже. Я ночью проснулся от жары. Посмотрим, как у нас пройдет ночевка в этих условиях, в похожих условиях сегодня. Надеюсь, нормально. Пожелайте нам спокойной ночи. Если честно, ночка выдалась так себе. Короче, неудобно здесь спать. Холодно особо не было, но чтобы не было холодно, нужно постоянно ворочаться, короче, ночью. В общем, так себе поспали. Офигеть. Позапрошлой ночью мы оставались вон там. Потом позапрошлой ночью вон идет тропа. И уходит она вон туда, вон там мы оставались. А первой ночи отсюда вообще не видно этого места. Вон идет туда тропа. Идет. Ее уже не видно. И она скрывается там за горизонтом в облаках. Мы пришли к так называемым джакузи, но это нифига не джакузи. Короче, такие провалы в вымытой породе, и здесь вода. Они холодные, к сожалению. Вот, но мы попробуем искупаться, пока здесь солнышко светит. Оно здесь светит всего часа 4 в день. Да. Сука, холодно, блин. Холодно. Ну это было легендарно. Холодно? Не, отлично. Фу, ребята, Ну только не рыбка, осторожно. моя очередь. Я это сделаю. Надо было подогнуть. Холодно. Блин, холодно, какой нормально, Катя. У меня башка болит что-то целый день. И недавно прошла буря. Град, короче, херачил. Ребята ушли из лагеря. Я думал, вон там жопа настала, но они спрятались под камни. Вышли мы из лагеря прогуляться. Я такой думаю, схожу-ка я посмотрю, что там по тропке. Думал, каньон. Пошли по тропке. Там хуйня. Вот, пошли еще раз. Ну, хуяк начался дождь, короче. Ну, что мы под камнем так залезли, сидели часа 2. А не, меньше. Час сидели под камнем. Под дождем. А я здесь лежал, и здесь, короче, льдинки залетали. Суровые такие у нас тут будни Все в мусорных пакетах. проходят, да, в нашей бомж-пещере. На улице холодно, я уже несколько часов не мог поссать, пойти из спальника вылезти. Бля, нахуй я полез на эту гору. Ради вчерашнего вида, наверное. Ну да. Ладно, мы продолжаем дальше бомжевать. Ну, все одно ноги. Да, надо пережить сегодняшнюю ночь как-то. Не, конечно, на самом деле сидеть под камнем здесь круто. Такой сидишь, и там перед тобой такая тундра. Чувствуешь себя это в диких условиях. Ну, потом вылезаешь из камня, там все еще тундра. Вот, надо выдать. Идем вниз. 5 утра после 2 дней на Райну мы спускаемся. Наконец-то, хочется добавить. Да, наконец-то. Нам предстоит еще 2 дня пути обратно. Сейчас будет одна из самых таких неприятных частей спуска. И она в самом начале, слава богу. Это здесь что-то типа водопада с горы срывается. Вот, и
мокро, короче, придется идти прямо под водопадом, под каплями водопада. Вот. А внизу сейчас рассеиваются облака. Когда мы сюда поднимались, все было в тумане и не было ничего видно. Спуск здесь достаточно опасный, нужно спускаться очень осторожно. И весь путь вниз такой вот он опасный. Можно упасть, подскользнуться, себе что-нибудь сломать или типа того. Поэтому нужно быть осторожным. Вот это место с водопадом. И вот еще одно. Вот. Сейчас, кстати, там поменьше льется. Меня это радует. Такие вот здесь скалы. Перед водопадом сниму, короче, свитер, чтоб, если что, он не намок. Сложу в рюкзак. Сейчас он не очень выглядит, но после дождя отсюда льет пипец. Вот и вот. Сверху вода. Прямо на нас. Осторожней, Кать. А я помню. Нужно идти по краю вот этих камней, чтобы дождь не попадал. Вот, точнее не дождь, а чтобы вода с водопада не попадала. Так по краю. И вниз там будет. Типа того. Ты не стой тут, Кать. Его же ветром сносит. Блядь. Сука, как мокро. Давай сюда, за мной, Кать. Мы здесь под козырьком сейчас спрячемся. Пройдем. Короче, водопад почти прошли. Смотрите, какие здесь цветочки растут. Привет, мир! Ребята! Здесь классный вид! Кать, как тебе вид? Прекрасно. Прекрасно? Но нет ничего выше того вида с мыса определенно. Да, там получше вид в моей жизни. Одна из главных проблем, которые у нас возникли, это проблема с едой. Потому что случилось страшное, когда мы были еще внизу на стоянке. Вот, у нас собака украла касаби. Касаби — это такие лепешки. Лепешки местные делают. Вот, типа хлеба, но не хлеб, другое. И вместе с этими лепешками лежал сыр. Собака учуяла сыр и унесла весь пакет с касаби и с сыром. А в чем проблема? Мы набрали консерв, у нас нет газовой горелки, и здесь нет возможности, во-первых, из-за высокой влажности разжигать костер, во-вторых, из-за того, что здесь это место, Рарайма, эндемичная штука. Здесь, короче, даже нельзя ходить в туалет. Короче, нужно ходить, срать, извиняюсь за выражение, в пакетике и с собой это все уносить. Вот, так здесь все серьезно, потому что наверху, по сути, нетронутая природа. Вот, и касаби мы взяли для того, чтобы их использовать, чтобы их кушать вместо гарнира. То есть мы не можем приготовить риса или там гречки здесь нет. Ну, не можем приготовить гарнир. Поэтому касаби мы взяли вместо гарнира. Она очень классно заходила. Вот. С консервами. Откроешь консерву, берешь касаби, кушаешь. Но теперь остались у нас только консервы. Вот. И даже если ты ешь полную консерву там тушенки этого тунца, например, то ты нифига не наедаешься. Вот. То есть ты можешь съесть 2 консервы тунца, наесться, а потом тебе через 3 часа опять кушать захочется. То есть такая проблема у нас. Консервы у нас, правда, еще достаточно. На обратный путь хватит. Вот.
Но все равно не очень приятно. Так что такой совет. Если идете куда-то в поход, никогда, всегда, короче, оставляйте еду так, чтобы ее не могли достать никакие животные. Спустился я до базового лагеря, теперь жду ребят здесь. На пути к Рарайме мы делали здесь среди камней закладку, чтобы все продукты не тащить, всю еду, которую у нас с собой. Мы спрятали часть консервов под камнем, сейчас мы попробуем найти. Ну точнее, мы сейчас ее найдем. Надеюсь, только никто наш тайник не расхитил. Пойдемте. Так, это должно быть где-то здесь. О, да, Все на месте. 3 тушеночки. У нас здесь супчик из курицы. Так, потом овощи. Все мокрое такое. И самое главное, банка тушенки. Ура! Мы не будем теперь голодать. Переправляемся через реку. Ёбаный в рот, скользкая пизда. Сука, наверное, стоило айфон из кармана достать, да? О, да. У меня тоже телефон в кармане. Давай, Люк, сделай это как герой. Ща, погодь. Ёпана. Какая-то халява тут. А? Халява какая-то. Да. Да, Люк, мы сделали это. Осторожно. Что, прям прыгать туда? Или нет? Не, лучше так пройди. Мы снова добрались до маленького домика, от которого у нас нет ключа, и где мы проведем сегодняшнюю ночь. Вы рады, ребята, что мы сюда пришли? Офигительно рады. Очень рада. Давай распарим костер, Люк. Вот, смотрите, здесь кусок мяса. Мы его сожрем сейчас. Нужно его приготовить, да? Но оно уже типа готово, но я бы не стал это есть. Сейчас будем разводить костер, чтобы приготовить мясо сегодня вечером, пожарить. Немножко мокро, но после дождя, я думаю, все получится у нас. Мы нашли сено, сухих веток. Еще где-то. Что там с мясом, Сань? Вот тебе, дорогой хозяюшка, жрачки принесла. Отлично, отлично. Как ты готовить, я вообще не ебу. Ты пробовал его? Ну, нет. Соленое? Да.
Сильно? Нормально, не сильно. Так. Как-нибудь бы так сделать. Ну а так по вкусу нормально? Дашь попробовать? Да, конечно. Заценим. Блин, реально очень соленая. Бля, ну так вкусная. Да, так и мясо вроде. Так реально вкусная. В общем, мне нравится. Жаль, такое соленое. Нагревается камень, нагревается. Будем готовить чай. У нас нету никакого котелка. Мы взяли банку от горошка. Сейчас в ней будем воду кипятить. Проделаем только здесь дырку заранее, чтобы просунуть туда палку, чтобы было легко снимать. Охренеть, Саня, у нас сегодня чай будет. Горячий. Вкусно. Мне бы наверху там пригодился. Ну, наверху, да, но все равно приятно, мне кажется. Так, теперь подносим это дело поближе к огню. Просто было макароны, срезанной колбасой. Зато вы могли делать горячие макароны. Но на этом наше меню ограничивалось. У нас было меню, утром мы разводили вот такую же овсянку, как у нас с вами, только такую разводную, с сахаром, на которой инстанtaне быстрого приготовления. Все, мы сахар сами добавляем. Вот. Мы покидаем эти края. До ближайшей деревни идти еще 12 километров. Там нам нужно будет найти джип, постараться, чтобы не идти лишних 30 километров по дороге, которой мы шли в первый раз. Добавим, что уса с твоей банкой вместе. Блин, я не хочу есть тунца. Держите нож. Next one. Вообще, я сейчас тоже думаю, в первые дни ты такой, типа, позавтракал, а потом поужинал через, блядь, 8 часов. А что ты сам ждешь? Ага. Нужно твое масло. Давай сливаем масло. Мы сливаем масло. Ребят, это куда трэш? Ну что, тут тунец не такой классный, как этот. Это тунец просто ужасен. Ох, спасибо. Даже Пожалуйста. Воды хочешь набрать? Да. Девочки, школьницы. Короче, я хотел сказать, что Венесуэла такая страна, здесь вроде коммунизм, вроде по идее режима такая, как сказать, такой раздрай вообще. Quería preguntar, ¿no se puede pedir la cola y por aquí, por atrás? ¿Ah? Sí, claro, pero se va a pasar por allí. Pues esperamos. No se va a pasar por allí. Ay, ay, ay. Что он ¿Y сказал? a qué hora se va? ¿Hasta la entrada?
¿Ah? Видишь, он... Hay que pagar. ¿Y cuánto cobra? Son 3.000 bolívares. 3.000 bolívares por persona. No, Por todo. Todo. Está bien. Pero tienen mochila. ¿Ah? Sí, tenemos mochila. Pero 3.000, no 3 millones. 3 millones. 3 millones. А, Ой, carísimo. Он не особо настроен на диалог. Нихуя себе. мне кажется, что он пиздит. Не, ну он дохуя. А? Дохуя требует. А он 3 миллиона, когда да. поедет, он сказал, позже поедет? Я не знаю, как он поедет. Podemos subirlo por 500.000. ¿Ah? Pero 3 millones carísimo. Es lo que cubre el No, me imagino más cobra más que aquí. Yo estoy cobrando ahora. Ellos cobran 6.000 por 2 veces, como te llevan y te llevan después, por allá. No, por 3 millones es carísimo, mejor caminamos. Podemos pagar como un poco menos. Mira, si quiere le podemos pagar 1 millón. De todas formas ustedes están trabajando y se van por todos lados. 1.500. 1.000, no más. Да, с дорогами у них проблемы явно. Ладно, ребята, едем, во всяком случае. Хоть как. Хоть не пешком, да? Ну, Я не знаю, по пешком, блядь, кто-то придет. Да. О, вообще мило. но красиво зато. Вообще здесь достаточно опасная дорога, ребят. Чего нам? Ну, блядь, он уедет куда-нибудь в Волга туда. Нет, там будет постремнее, где мы шли. О, какая горочка. Это же как эти американские горки в 3D. Ага, он едет на тормозах. Ох, лишь бы колесом в ту яму не залетел. Ребят, спустя 5 часов ожидания наконец-то удалось найти машину и поехать на ней. Чувак, короче, который за рулем сидит, оказался немножко мудаком, заломил цену. В общем, тем не менее, мы решили с ним поехать, потому что других вариантов практически не было. Вот. Но мы немножко обломались, вот мы выехали, и поехал джип сзади нас, и только что нас обогнал, я не знаю, как мы его пропустили. В общем, ехать нам примерно 30 километров на такой старой развалине. Я надеюсь, примерно за час мы проедем по плохой дороге. Вот, уже темнеет. Дальше в планах добираться автостопом до Санта-Елены. Ну вот проблема в темноте, потому что, скорее всего, в Венесуэле никто не остановится ночью. Все будут бояться. А автобусов, по-моему, здесь не ездят. Это было отличное приключение. Мы отлично сходили на рай.